Обалдеть! Ха-ха. Снег пошел. Чума. Да. Главное вовремя приехать. Погодка сегодня оставляет желать лучшего. Всем привет! Вы смотрите канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей. И, как вы уже многие догадались, сегодня я приехал в баню Ильи с канала Тайные Тропы. 3 мая. А погода супер. Плюс 4 градуса. И сейчас вы сами видели, шел снег такой хлопьями. Перманентные осадки, то снег, то дождь. И по идее это на весь день. Ну, по крайней мере, часов до 4. Смотрю, вода ушла здесь. А хотя не так давно смотрел ролик Ильи, и вода подходила прямо почти к самому дому. Но это обалдеть. То есть уровень воды поднимался где-то метра на 4, наверное. Никто себе такого даже и представить не мог. Тем более сам хозяин этой бани, Илья, когда ее строил. Ведь здесь не так давно у него был дом на дереве, и вода до него не добиралась. Ну, соответственно, то есть он уже знал, насколько эти места подтапливаются. Тем не менее, предугадать стихию, природные явления невозможно. Ладно, что-то холодает. Садитесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра. Погнали! Все действия, которые я буду делать, заранее согласованы с хозяином этого дома. Поэтому, если, конечно, хотите, можете писать в комментариях, что вот пришел и начал там все по-своему переделывать. Нет, заранее все согласовано, поэтому Илья мне составил список небольшой, что можно делать, что нельзя делать. Ну и, соответственно, кровать, естественно, делать можно и даже нужно. Ну, я так думаю, вот как раз где рюкзак сейчас лежит, и надо сделать кровать. Хотя бы один лежак. Немного все это дело здесь прибрать, убрать после потопа, подмести, запастись дровами на ночь. То, из-за чего у Ильи сгорел дом на дереве. Осиное гнездо. Давайте-ка уберем, чтобы баню, не дай бог, не спалил. Твою мать. Оса недовольна. Вон он летает. Фух, улетела.
Да, а вот лопату я сегодня не взял с собой. Но каким-то образом надо все равно хотя бы временные ступеньки сделать, потому что это никуда не годится. Тяжело, ну, блин, даже мне с моим ростом и то подниматься неудобно. Я думаю, можно сделать самую простую времянку, прибить 2 жерди и пару-тройку ступенек доколотить. Но это куда лучше, чем вообще ничего. Но уже Илья потом в следующий раз придет и все-таки и сделает лестницу такой, какой он хочет. Друзья, каждый из вас хоть раз сталкивался с проблемами в машине. Будь то пугающий чек-энч, странный звук из-под капота или неожиданная поломка в самый неподходящий момент. В такие моменты жалеешь, что не имеешь под рукой проверенного и надежного автосервиса. И поэтому я приехал в Фит-сервис, чтобы исправить эту проблему. Сейчас вы можете проверить ваше авто по 63 параметрам совершенно бесплатно на любой автостанции Фит-сервис в России и Казахстане, которых насчитывается более 300. Кстати, у меня в городе Фит-сервис тоже есть. Специалисты Фит-сервис проведут бесплатную диагностику и проверят ходовую часть, узлы подвески, навесные ремни, все уровни и утечки технических жидкостей. Ну и не в последнюю очередь Фит-сервис — это комфорт. Тут не надо гулять по заброшкам в промзоне или гаражам. Можно расположиться в комфортной зоне ожидания, посмотреть фильм или поиграть в приставку под горячий чай. Чтобы попасть на бесплатную диагностику, нужно зарегистрироваться в программе лояльности через удобное мобильное приложение Фит-сервис. Здесь вы можете в один клик записаться к удобному времени, а также посмотреть полную историю обслуживания вашего авто. Кроме того, при регистрации вы сразу получите 500 приветственных баллов, которые можно потратить на обслуживание. Вот я менял тормозные колодки, и теперь у меня есть скидка на ТО. По итогу бесплатной диагностики Фит-сервис выдается диагностическая карта со всеми проблемами. И дальше вы уже решаете, оставаться на дальнейший ремонт или нет. Если вы доверите решать проблемы с вашим авто Фит-сервису, вам предоставят гарантию на запчасти и работы 1 год или 20 тысяч километров. Кстати, гарантия будет действовать по всей территории присутствия сети. Также есть бонусные программы с кэшбэком, которым можно рассчитываться за услуги. Поэтому, друзья, если у вас зашумело, застучало, заскрипело, записывайтесь в Фит-сервис на бесплатную проверку по ссылке в описании. Так, рулетки у меня, к сожалению, с собой нет. Здесь посмотрел, тоже у Ильи не нашел. Буду делать все на глаз, как пойдет, как получится.
Ого. Плюс 3 градуса. Представляете, плюс 3. 3 мая, плюс 3. Ну, однозначно, ночью будет минус. Прям гадалки не ходи. Проснусь, а утром вся река покроется льдом. Шутка, конечно. Не, мне нравится, вид прям офигенский. Именно вот мостик такой, веранда. И такие просторы хорошие. Туда, сюда, смотри, любуйся, наслаждайся. Шикарно. И комаров пока еще нет. Ой, смотрю, как реку перегородила валежником. Или бобры даже. Слушайте, это, наверное, бобры там даже орудуют. Фотоловушку бы на ночь поставить куда-нибудь туда. Может, что-то снимет ночью. Почему бы и нет? Все равно. Что не говорите, а когда строение находится рядом с рекой, оно обладает особым шармом. Ну и как минимум питьевой водой, в первую очередь. Плюс возможность искупаться в реке, помыться, помыть руки, помыть еду, которую готовишь. Ну а в данном случае еще и искупаться в бане. Единственное, меня смущает, я еще когда пришел, сразу обратил внимание, что внизу бани находится ну, сваи, да, то есть то, на чем стоит каркас. И вот здесь одна свая, прям вот под этим вот углом, ее вот так вот повело. Я, честно говоря, немножко опасаюсь ночевать, поэтому сейчас залезу под дом и какую-то дополнительную подпорку попробую туда поставить. Как это будет выглядеть, я не знаю, но просто что-нибудь туда установлю. Это все из-за подмытия грунта, то есть вот когда все подтапливало, то и подмыло немного еще и сам фундамент дома. Ну и пора уже затапливать печушку, заготовить дров на ночь. Вон там еще убраться. Ну, хотя бы все убрать под баню. Мусор поджигаю сейчас. Нормальные доски сложу в одну кучу. Ну, а то, что не нужно, сожгу. Вот о чем я, собственно, и говорил. В любой момент, не дай бог, все это дело может упасть. Если та сторона стоит нормально, то вот здесь вот повело стойки. И причем не слабо. Вот это вот вообще прям конкретно уже выковырило. Какую-нибудь подпорку сейчас поставлю, и все будет хоть немного да понадежнее. Ну вот, уже получше, и теперь я могу спать спокойно. Риск, как минимум, уменьшился. Сейчас объясню, для чего я это сделал. Ну, во-первых, это дерево уже, как вы поняли, погибло, то есть его бобры погрызли, и оно куда-то там упало. Что-то наподобие
козел, то есть чтобы сюда бревно положить, например, как в паз в этот, и пилить спокойно. Оно будет вывешено, соответственно, бензопила не будет задевать песок там, землю, да, грунт, либо даже это не бензопила будет, а обычная ножовка. Ну, мне кажется, так удобнее будет. Сейчас как раз попробуем заготовить дров на сегодняшний вечер. Вон там сзади меня лежит сушина. И испытаем. Может быть, я вообще какую-то хрень сделал. Честно, не знаю. Сейчас проверим. Наконец-то можно погреться. Немного дымит, не пойму пока из-за чего. Вроде тягу, если открываешь, ну поддувало, то прям вообще начинает дымить. Хотя такого не должно быть. Странно. Может быть, просто надо дрова туда поглубже засунуть, потому что печка все-таки большая. И, видимо, проблема в этом. Ну и я вот сюда парочку полешек бросил, чтобы они подсыхали. Многие, кстати, пишут то, что, ну, как сказать, что вам, типа, нравится в этом, да, хождении вот в такие места. То есть нет бы там охотиться, там еще что-то. Ну,
Насчет охоты я выскажусь так, что как бы у всех своя точка зрения, и я никогда никого не осуждаю за их взгляды. Но в моем мировоззрении охота как бы это... Ну, я не хочу убивать животных. Может быть, когда-нибудь моя точка зрения изменится, я не знаю, но в целом пока она остается такой. То есть мне нравится просто приходить в гости, да, вот путешествовать, то есть пойти в поход, пойти в дом под землей, там, например, да, на свежем воздухе отдохнуть. Я просто так отдыхаю, мне вот просто так нравится. Ну и попутно, конечно же, это приносит определенный доход. Я никого не осуждаю, и я думаю, не надо осуждать меня за то, что я не охочусь, не рыбачу, а просто вот хожу и отдыхаю таким образом. Я думаю, что определенной части моих зрителей нравится проводить время вместе со мной, вот так же вот приходя куда-то, там, будь то мои какие-то места, либо опять-таки в гости, повторюсь. Да и можно даже просто с палаткой там сходить куда-нибудь, да, на велосипеде покататься и взять вас с собой. То есть, во-первых, не у всех зрителей есть возможность выбраться куда-то. Особенно это касается зимы, зимних там вылазок. Летом-то понятно, практически каждый может выйти из дома и там элементарно посидеть на лавочке, да, или даже в какой-то парк сходить городской. А зимой уже с этим есть определенные сложности, и люди начинают скучать по природе, по свежему воздуху, и, конечно же, кому-то нравится просмотр подобных видеороликов. И получается, что вы как бы отдыхаете вместе со мной. Мне это нравится, надеюсь, и вам тоже это нравится. Снег повалил. Май месяц. Это вообще капец просто конкретный. Я в шоке. Я, честно говоря, не припомню такого. Хотя нет, я вру. В июне у нас было подобное. Года, наверное, 3, может быть, 5 назад. Точно не помню. То есть снег
в июне шел, представляете? Хотя для нас это вообще, ну, что-то экстраординарное. Потому что у нас, в принципе, как нормальная погода у всех должна быть, да, то есть у нас вот зима заканчивается где-то в марте, в апреле, и уже там апрель-май, это уже полноценная весна. Ну, понятное дело, что и март весна в календарном смысле этого слова, но на самом деле у нас март очень часто бывает холодный, там даже и минус 15, минус 20, и снег еще лежит, и снег лежит часто до апреля. Но все равно близко к оптимальному. То есть лето, июнь, июль, август, как у всех. Еще в сентябре бабье лето обычно. Ну а вот чтобы снег в мае шел, это, конечно, что-то такое из ряда вон выдающееся. Ужас. Просто ужас. 0 градусов. Температура опускается, оказывается. Я думаю, что у меня руки мерзнут. Неделю назад в майке гулял. Чё-то зима не хочет уходить. Вот это да, ребята, зима пришла. Чума, просто чума. Удачная. Все дела закончил и пошел снег. Поставил ведро воды, чтобы помыть руки, помыть еду, которую я собирался сегодня готовить на решетке на гриле. Но теперь я не знаю даже, как мне быть. Потому что что-то там холодно на гриле-то готовить. Фольги у меня нет. А вообще я хотел овощи приготовить. То есть это грибы, баклажан, помидор. Все это дело перемешать, поперчить, посолить, замариновать минут там 30-40 и потом выложить на решетку гриля и поджарить на углях. Но, по всей видимости, мне это сегодня не удастся сделать. Но хорошо, что я взял вот такую вот еду. Не буду называть производителя. Ну, вообще, его часто и многие уже рекламировали. То есть, вкусная еда, сухпайки, борщи, вторые блюда. Сейчас он подогрею в ведре. Так, ну что, в гости принято всегда ходить с подарками. И они есть у меня. Так, сейчас я кое-что забыл. Во. Этому дому от меня, Илье, короче говоря, презентую вот такую вот дощечку. Ну, что-то готовить будет, да. И очень интересный подарок, но я не буду называть, что это, чтобы это было, так сказать, сюрпризом и для Ильи, и в том числе для вас. Вот такой вот пакетик. И, чтобы сейчас видно не было, и вот такая вот коробка. А вот что в этой коробке, вы можете попробовать угадать. Предлагаю какое-то подобие конкурса сделать. Например, в телеграм-канал будет, ну, кто вот первый напишет правильно, да, что здесь. Я сразу помечу, ну, я не буду говорить, что он был первым там и что это правильный ответ, чтобы держать интригу до последнего, и для Ильи в том числе. Этот человек, я просто его помечу, кто выиграл, да, и потом какой-то презент ему надо придумать, да. Блин, что ж придумать-то? Когда он сюда придет, он откроет, посмотрит, что это, и, надеюсь, ему это понравится и очень удивится. Ну, а тот, кто первым отгадает и напишет мне в телеграм-канал «Лесной строитель», что здесь в этой коробке, тоже получит какой-то приз. Естественно, доставка в пределах России.
будет бесплатно за мой счет. Ну а что за приз, я подумаю пока. И вот как раз к выходу этого видео в Телеграме я напишу, то, что конкурс, что в коробке, да, например, вот так вот пусть это будет сделано, и укажу, какой приз будет разыгран. Вкусный борщец. На природе все вкусно. Я как-то раз приготовил на природе какое-то блюдо. Уже не помню какое. По-моему, в первой еще землянке, то есть давным-давным-давно. В итоге поел на природе, думаю, блин, какая вкуснятина. Мне очень понравилось, прям аж слюнки текут. Ну, думаю, надо жене принести, покормить ее, угостить. Принес домой. И что-то сам такой раз, думаю, надо поесть. Беру, разогреваю то, что приготовил. И представляете, это есть просто невозможно. Я такой сижу, думаю, ё-моё, как так? То есть вот как вот вчера, там позавчера, грубо говоря, я это ел, и мне это просто залетало. То есть вот так вот было. А тут дома то же самое блюдо разогрел, и просто невозможно есть. Это к вопросу о том, что некоторые бывают, ну, я не всегда как бы мастер готовки, иногда у меня бывают и промахи в готовке тоже. И некоторые пишут, типа, как это можно есть, что ты за ерунду готовишь. Но вы на природу сходите, и поверьте мне, на природе даже манная каша будет вкусной. Особенно если туда еще сгущенки добавить, то вот прям вообще шикардос. Решила все-таки искупаться. У меня даже вот такой вот маленький веник есть. Мне как раз хватит. Но просто температура уже 60, представляете, 60 градусов. Ведро воды я уже набрал. Поплещусь здесь немножко. Попарюсь, а потом уже выйду на веранду и просто ополоснусь. Запарка травяная. Аромат сумасшедший. Самое то после рабочего дня отдохнуть и слегка попариться в бане. Ну что, попробуем? На камне плескать прямо одно удовольствие. Травяная заправка дает невероятный аромат. О, нет, слушайте, баня это супер.
Илюха прям лайк. Кайф. Прям как на даче. У меня тоже на дачке маленькая баня. Ну, что-то типа сауны даже, я бы сказал. Но вот она также вот там 80 выдает. Ну, можно и до сотни разогнать, но я как бы никогда не догоняю до сотки. Мне прям 70-80 нормально. И главное, чтобы побольше поддать на камни. Пошла жара. Хорошо. Ну что, в баньке искупался. Можно и готовиться ко сну. Сейчас на ночь поставлю камеру, запишем ночное небо в очередной раз. Это уже вошло в традицию у меня. Каждую ночь, каждую поездку записывать, снимать ночное небо звездное. Посмотрим, какое оно здесь получится. Ну, пока оно такое прям чистое-чистое. Звезды хорошо видно, но я вам не покажу. Точнее, вы не увидите. Ну, а еще точнее, телефон не снимет так хорошо, чтобы передать то, что вижу я. Печка, конечно, такая дурная, в том плане, что очень тепло было ночью. То есть я долгое время с открытой форточкой спал. Тепло, уютно, комфортно. Ставлю, как говорится, лайк этому месту. Мне очень понравилось. Классно. Ну и плюс ко всему мне очень понравилось в бане купаться. Но уже летом можно будет сюда приехать и искупаться в бане, в реке. Попутно помыться тоже, да, ополоснуться. Супер, место супер. Полянка еще такая здесь есть. Красивая, прямо перед домом. Ну, довольно-таки большая. Можно много народу сюда пригласить. Сделать волейбольную площадку. Ну, короче говоря, тут можно турбазу, тайные тропы открывать. Вот. Ну все, теперь презент спрятан надежно. Вряд ли просто так его получится найти. Координаты этого места сейчас я записываю. И уже потом, когда доберусь до города, отправлю Илье. Ну, а в следующий раз уже мы с вами узнаем, что же я оставил. Очень много записей. Причем видно, что у некоторых почерк такой, ну, детский. У двух записей почерк такой. И это вообще на самом деле классно.
что дети тоже увлекаются, смотрят каналы, такие как у Ильи, да, канал «Тайные тропы». Значит, он делает правильное дело. И это хорошо. Кто-то, мне даже писали вот по поводу моих строений, да, что тоже дети смотрят и пытаются повторить, там строят какие-то шалаши в лесу. Недавно я вообще нашел канал, может быть совпадение просто. В общем, там два парня, лет, наверное, по 10, может быть 12, строят шалаш. И канал у них называется, отгадайте как. Ну, я вот один лесной строитель, а их двое. Да, правильно. Лесные строители. Там что-то 300 подписчиков, что ли, у пацанов. Ну, если вдруг кому-то будет интересно, заходите, поставьте лайк, передайте от меня привет. Может быть, и 1000 человек набьют они таким образом. Ну, просто мне как-то случайно он попался не так давно. Так что это хорошее увлечение. Ну, лучше уже что-нибудь строить, какие-нибудь шалаши, как-то отдыхать на природе, гулять, чем, не знаю, чем сидеть в телефоне и играть в него, да. Поэтому я только вот рад на самом деле, что многие дети смотрят каналы наши и так увлекаются этим, что аж сами уходят в леса. Ладно, оставляю запись. Да, погодка хорошая сегодня будет. Ну что, дорогие друзья, зрители, подписчики канала, на этом на сегодня все. Спасибо, что оставались со мной все это время, смотрели видеоролик. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте лайки, если есть такое желание. Обязательно пишите комментарии. Может быть, что-то интересное напишите, пообщаемся. Не всегда, правда, есть время на них отвечать, но, тем не менее, буду стараться изыскивать возможности. Просто их очень много, и все невозможно прочитать. Это был канал «Лесной строитель». Меня зовут Алексей. До скорой встречи. Пока-пока.